Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сегодня команда Никиты Михалкова смогла одержать очередную победу над преступностью в мире российского шоу-бизнеса. Сотрудники комитета отомстили за своего товарища, известного актера Александра Анатольевича Ширвинда, и привлекли к ответственности много публичных лиц. В следственном изоляторе города Москвы оказались дочь известной певицы Ларисы Долиной Ангелина, известная телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева и ее супруг, главный врач Москвы, инфекционист Игорь Малышев. Однако пребывание данных негативных элементов в следственном изоляторе закончились самыми трагическими последствиями, в особенности для Елены Малышевой. Дочь Ларисы Долиной Ангелина оказалась в следственном изоляторе благодаря работе антикоррупционного комитета, которые обвинили 40-летнюю женщину, которая, кстати, недавно пыталась вступить в команду Никиты Михалкова, в финансовом мошенничестве в особо крупном размере и незаконном выезде с территории Российской Федерации. Ну а Елена Малышева вместе со своим супругом попали за решетку по обвинению в смерти легендарного актера Александра Ширвинда. К слову сказать, что семья Малышевой оказывали Александру Анатольевичу Ширвинду последние 3 месяца перед смертью медицинскую помощь. Однако эффект от лечения был минимальным, а напротив получился негативный результат, что в итоге и привело к летальному исходу. Муж Елены Малышевой, Игорь Малышев, оказался в мужском следственном изоляторе номер 4, где уже находились две известные публичные личности: ведущий КВН Александр Масляков и бывший министр обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Две эти публичные личности обвиняются в получении крупных денежных взяток. Игоря Малышева направили в общую камеру, где помимо арестованных находились два известных криминальных авторитета – кикбоксер и бывший директор московского рынка Денис Комаров и криминальный авторитет Татарстана Саха Казанский. Игоря Малышева уголовники оставили в покое, так как главный врач города Москвы обладает большим опытом и смог оказать медицинскую помощь многим арестованным. Меньше повезло дочери Ларисы Долиной Ангелине, которую направили в женский следственный изолятор в одну камеру с матерью Натальи Королевой Людмилой Порывай. Напомним, что Людмила Порывай находится в СИЗО уже почти целый год. Там она пользуется авторитетом и на данный момент является смотрящей камерой. В СИЗО она оказалась осенью прошлого года по обвинению в побеге из СИЗО своего внука Архипа Глушко. Как складывается в СИЗО судьба дочери Ларисы Долиной, пока достоверно неизвестно. Однако администрация следственного изолятора сообщает, что 40-летняя женщина часто просит перевести ее в другую камеру. Ну а настоящая трагедия разыгралась с появлением в женском следственном изоляторе известной телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой. По словам администрации следственного изолятора, Елена Васильевна Малышева зашла в камеру в стерильно-белом медицинском халате и попросила, чтобы никто не прикасался к ней руками. Елена Васильевна объяснила свой поступок, что она давала клятву Гиппократа и до конца своих дней будет предана медицинской профессии. Однако надменное отношение Елены Малышевой к своим товарищам по камере сыграли с ней злую шутку. Смотрящей по камере, где находилась Елена Малышева, была криминальный авторитет из города Волгограда Екатерина Барбос, что в итоге привело к трагическим последствиям. Оказалось, что несколько лет назад криминальный авторитет Екатерина Барбос лечилась лично у Елены Малышевой, и у криминального авторитета остались самые худшие впечатления о медицинской помощи известного врача.
Узнав, что Елена Васильевна Малышева стала причиной смерти известного актера Александра Ширвинда, Екатерина Барбос решила поквитаться с известной телеведущей за легендарного актера и за себя. Стало известно, что 45-летний криминальный авторитет Екатерина Барбос в ходе конфликта нанесла Елене Васильевне Малышевой сильнейшую черепно-мозговую травму, и на данный момент известная телеведущая находится в тяжелом состоянии. Сотрудники центральных телеканалов объявили, что в связи с чрезвычайными ситуациями, связанными с Еленой Васильевной Малышевой, все программы известной телеведущей идут в записи. Однако антикоррупционный комитет Никиты Михалкова не остановился на достигнутом. Он начал арест и конфискацию имущества дочери Ларисы Долиной и семьи Елены Малышевой на территории России, ближнего и дальнего зарубежья. В частности, за рубежом у семьи Елены Малышевой были арестованы сеть медицинских клиник и крупная недвижимость – 14 квартир пентхаусов. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, несмотря на официальную должность, изъявил желание стать членом антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Члены команды Никиты Михалкова – известные артисты Раймон Паулс, Александр Панкратов-Черный, Максим Дрозд, Александр Новиков направляются в города Сочи и Ростов-на-Дону с важной миссией. По некоторым данным, в данных городах будет заменено руководство. Напомним, что в Ростове-на-Дону и в городе Сочи в разное время при открытии филиалов антикоррупционного комитета происходили чрезвычайные происшествия, которые в итоге привели к тому, что многие члены команды Никиты Михалкова серьезно пострадали. Член комитета, известный артист Лев Валерьянович Лещенко, полностью оправился после тяжелой травмы, которую он получил еще весной этого года, и даже принял участие в патриотическом концерте в городе Самаре. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.